Всем привет! Меня зовут Ольга. Мы занимаемся продажей декоративных штукатурок и работаем в режиме онлайн. Подбираем цвета таким вот образом. Делаем цветопробы, например. Отправляем клиенту фото-видео каких-то цветовых решений. И по этим цветовым решениям мы создаем вот такой образец и отправляем. Максимально похоже. Но мы в онлайне где-то около года. Мало-помалу развиваемся, тихонечко растем. И у нас произошел такой случай. Клиент остался недоволен цветом. Недоволен. И он не просто недоволен оказался, а написал отзыв. Я хочу прямо, знаете, для чего мы видео снимаем, во-первых, для чего? Это не для того, чтобы клиента как-то унизить там или еще что-то, а для того, чтобы эту проблему поднять и решить совместными усилиями, комментариями наших подписчиков и просто мимо проходящих людей. То есть кто как на это смотрит, у кого какие возникали проблемы, делимся опытом и как это решить, чтобы такого не повторялось. У меня свое мнение. Я хочу сказать, что я человек, обычный человек. Я не по большому счету продавец. Я не предприниматель, я не блогер. Мы просто люди обычные, которые работают, которые имеют свой характер, которые реагируют на какие-то моменты, могут агрессивно тоже реагировать. Я просто человек, и я тоже устаю. Мы работаем без выходных дней, и все это для наших покупателей. Так вот, такой отзыв мы получили на 2 ГИС. Значит, это город Томск, имя, фамилию, телефоны мы не называем. Пишут: заказал декоративную штукатурку золотистого цвета. Мне в WhatsApp прислали выкраску нескольких цветов, из которых мы выбрали золотой. Вместо этого мне прислали ярко-оранжевый цвет и сказали, что штукатурка к возврату не принимается. Женщина, с кем общались по телефону, представилась владелицей данного магазина и, пытаясь решить возникшую проблему, вела себя в разговоре неадекватно. В итоге мы выкинули 10 тысяч рублей на ветер. Вот такой комментарий, и вы можете этот комментарий увидеть на Дзене. То есть он есть в 2 ГИС, и он есть на Дзене. Его тоже можно почитать. Мы эти комментарии не удаляем, хотя на Дзене я и хоть на Ютубе, хоть где я могла просто его удалить и заблокировать, и все. Ну, мы его не удаляем, потому что есть проблема, и надо ее решить. Мое такое видение. Так, комментирую. Мы выбрали золотой. Как бы клиенту сразу же объяснялось, то есть высылались вот эти цвета, и золотого цвета его как такового не существует. Не существует золотого цвета. Есть цвет желтый, оранжевый, желто-оранжевый, какой-то там розово-желтый, ну то есть какой угодно, но не золотой. И вот мы под клиента подбирали максимально, а она нам присылала. Пишет мужчина, это, наверное, или муж, или сын, покупала у нас женщина. Значит, мы ей выбирали цвет по ее фото, она присылала нам фото стены, и вот это максимально к ее цвету было подобрано. Штукатурка была велюра. Вот такая штукатурка велюра Тициана. Это перламутровая штукатурка. Что хочу сказать о штукатурках. Написано эффект велюра. Но эффект велюра, знаете, а можно было написать эффект Пети и Васи, эффект Пети Васечкина. Всяко можно было написать. Факт в том, что человеку нужна была перламутровая штукатурка. Вот это перламутровая штукатурка. Именно перламутровая. Она не с эффектом шелка. Она именно такой имеет бархатистенький, вот как у клиента на фото было, бархатистенький такой оттенок, эффект, скажем, приятного перламутрового перелива. Как раз как было на фото. Так, значит, вот эту штукатурку мы подобрали, предложили клиенту. 2 баночки, если я не ошибаюсь, площадь была маленькая очень. И мы выбирали цвета. И вот такая цветопроба. Сначала нужен был очень яркий цвет. То есть клиент хотел очень яркий цвет. Мы сделали вот такой. Он был на большом образце. Вот так был нанесен. Значит, захотели чуть светлее. Мы сделали светлее. Вот он. Светлее. И вот этот образец мы снимали фото, видео под разными ракурсами вертели. И вот этот образец мы согласовали, его заколеровали и отправили. Комментирую. Давайте я прокомментирую вот этот отзыв. Прямо детально. Ну, я сказала, что золотистого цвета не бывает. Как бы это ни печально звучало, но не бывает золотистого. Даже лазурь, перламутровая лазурь золотистая,
у каждого производителя она разными оттенками. Одна идет более яркое золото, другая более светлое-светлое. Третье, оно даже вообще с красна бывает. Ну, не бывает золотистого чистого цвета. Мы поговорили о том, что золотистого не бывает. И мы прислали ярко-оранжевую, и что я представилась владелицей данного магазина, да, ну вот, мы разбираем сейчас комментарий. Женщина, с кем общались по телефону, представилась владелицей данного магазина. Я никогда не представляюсь владелицей магазина, никогда в жизни. Даже если меня спросят, а кто вы? По телефону с кем я разговариваю? Я говорю, меня зовут Ольга. А кем вы являетесь в компании? Я, допустим, ну, один из руководителей, я могу так. То есть, если как-то даже диалог заходит, ну, так, я хозяйка магазина, я так никогда не говорю. Это вот просто поклеп называется. Я так сказала и вела себя неадекватно. Да, я вела себя неадекватно. А причина в чем? Начинаем вот разбираться детально. Я вела себя неадекватно, я обычный человек. Мы едем по трассе. Вот представьте, воскресенье. Дело ближе к вечеру, да, ну, послеобеденное время, воскресенье. Мы едем по трассе, и у меня начинает звонить телефон, WhatsApp, скрин. Звонит с промежутками примерно в 1 минуту. Звонит. Я еду по трассе за рулем. Трасса М7, там аварий. И у меня в этот момент звонит телефон. Он не просто позвонил, и все. Он позвонил. Потом следом снова позвонил, следом снова позвонил. Звонит один и тот же номер. У меня начинаются мысли такие, что что-то вообще из ряда вон случилось. Пожар, умер кто-то, что? Что случилось? Мы находим какую-то там пристань, это трудно достаточно сделать, когда еще дорога в 3 полосы, то есть надо перестраиваться и искать вот этот промежуток, где можно встать. Мы этот промежуток нашли, и перезвонила я покупательнице. То есть, и там все, я купила у вас штукатурку, цвет не тот, штукатурка не та, вы продали мне велюра, зачем мне велюра? То есть, человек изначально не собирался вести диалог. Вот 2 разных человека. Я продавец и по ту сторону покупатель. Я как продавец ощущаю себя как, воскресенье. Во-первых, воскресенье. Если я не взяла трубку, это значит, я не могу. Или я отдыхаю, или я сплю. А вообще бывает, люди какают, представляете? Бывает, что люди какают, вот хоть смешно, хоть нет. Ты сидишь в туалете, и у тебя звонит каждую секунду телефон. Это один и тот же номер. Это нормально, это адекватно? Меня назвали неадекватной. А вот это адекватно каждую секунду мне звонить? Мы остановились, я поняла, то есть... Я сначала, честно говоря, не поняла, что... Ну, то есть мы купили штукатурку, какой-то цвет, и как бы... Я говорю, знаете, я на выходном сейчас, я на трассе нахожусь. Давайте я дам вам номер магазина, и девочки попробуют с вами разобраться, решить вашу проблему. Назвала ей номер магазина. Потом тут же, раз мы уже остановились, я начинаю листать переписку. И от нее же в переписке написано, тоже вот скрин, написано... Типа, я заказала у вас штукатурку, штукатурка пришла не та, зачем вы мне прислали эффект велюра? То есть человек даже не подумал разобраться сначала. Ну, то есть ты открой баночку, намажь, ну ты попробуй понять, перламутровая эта штукатурка или нет. Человек даже не пытался разобраться, он сразу же вот такой на меня оврал. А я как бы на трассе в этот момент. И потом я ей пишу, что... Девочки вам помочь не смогут, колерую штукатурку я. Я вам ее подбирала, я вам ее колеровала. Я буду завтра на работе, и я с вами свяжусь, и мы с вами все решим. Завтра мы с вами все решим. Все, мы садимся и едем, и продолжается снова диалог. Нет, эта штукатурка не та, этот цвет не тот, как это нет ошибки, вы мне прислали не то, и вот такая вот на меня вот эта лавина. А как вы думаете, я должна себя вести? Я ведь вот по-человечески сказала. Между прочим, на самом деле, мы работаем действительно без выходных. И кто у нас покупал, вот сейчас клиенты наши смотрят, кто с нами работал, где мы не так что сделали. Мы каждого сопровождали, мы даже ночью переписываемся, мы даже ночью даем консультации. Иногда вот когда не спишь в 12 часов, а в другом регионе другое время. И нам задают вопросы, мы ни разу никого не послали и каждому отвечали, каждому. И каждому мы подбирали цвет, у нас промашки не было. Дело не в цвете тут было. Дело было не в цвете. Дело было просто в том, что диалог, он не должен был уже состояться. То есть изначально уже был конфликт. Вот они получили штукатурку, сразу же посмотрели на ведро, написано велюра. Их это название смутило, они в ведро, не заглядывая и не пробовали понять, перламутровая она или нет,
Потом, значит, когда уже вот этот аврал-лавина вылилась, что она не перламутровая, в итоге разобрались, она перламутровая. Потом, значит, начинается претензия. Вот мы выбирали вот этот цвет, а вы мне прислали вот этот. Это 100% этот цвет. Я еще не на работе, но я уже начинаю как бы вести диалог, что вы его сейчас видите. Вот представьте, вот, например, белый листок. Вот я сокрою сейчас вот этот. Желтый цвет яркий для вас кажется? Да, яркий. Он конкретно яркий. На белом фоне. А если мы уберем, то вот этот цвет на фоне этого смотрится светлым. Мы поэтому и делаем цветопробы нескольких вариантов. И когда мы вам присылаем, допустим, цвет выбор, мы присылаем их на фоне каких-то других цветов. Вот посмотрите. Например, вот этот цвет более серый, а этот цвет более бежевый. А вот этот между ними смотрится холодный, да? Ну, то есть образ, вот так вот рядом друг с другом, цвет всегда выбирается и опознается рядом друг с другом. И вот это я пыталась объяснить. На следующий день я пришла на работу, моя смена еще не началась, у нас еще торговый центр не открылся, а у меня началась уже опять вот это звонить, мне уже начали в WhatsApp. Как будто, знаете, мы как будто какие-то рабы, и мы должны круглые сутки отвечать, причем не просто по доброте душевной, а в приказном порядке. То есть меня в приказном порядке заставляли, отвечать на телефон, даже несмотря на то, что выходной, и несмотря на то, что время не рабочее. Это адекватно? Меня же сейчас неадекватно назвали. А вот это нормально, да? То есть я должна что делать в этот момент? Поклоняться? Я как бы не совсем понимаю претензии. Цвет именно тот. И я клиенту это доказала. То есть я ей скинула. Вот смотрите, закрыла ей. Вот вы мне прислали второй цвет. Я ей отправляю фото. Вот один у нас есть светлый, один яркий. Я ей отправляю вот так вот фото. Вот какой я сейчас вам цвет отправляю? Она говорит яркий. Я говорю, девушка, нет. Я вам отправляю светлый. Именно я собирала заказ, именно я вела диалог с этим покупателем. Я сама колеровала и отправляла. У нас нет какой-то огромной команды, и у нас нет какого-то такого потока покупателей, чтобы на всех насрать, откровенно говоря. Вопрос в чем стоял? Я ей объясняю. Вы меня сейчас обвиняете. Вопрос не в том, кто виноват, а вопрос в том, что вам цвет кажется ярким. Значит, нужно выбелить его, нужно прислать белый пигмент. В итоге в ответ истерика. Ну, она, знаете, то есть такие обвинения, они как вот изначально они шли не вопросами или консультацией, а прямо по факту, вот тебе вердикт, нафиг ты не то прислала. Вот тебе вердикт, ты не то нам посчитала. Вот тебе вердикт, возвращаем, говорит мы. В смысле возвращаем, а я что с ней буду делать? Если вы передумали, мне эта штукатурка куда? Я куда ее? Колерованная, лакокрасочная продукция не принимается к возврату. Можно решить проблему вместе. И у нас тоже такое случалось. Мы один раз, не помню в какой регион, отправили венецианку. И, то есть, недопонимание прошло с покупателем. Он сказал, мне нужна венецианская штукатурка на такую-то площадь и лак. Ну, допустим, воск, да, подложечная краска и воск. И мы ему вот это отправили, как он просил. Мы отправили ему подложечную краску, венецианку, воск. А он когда получил, он говорит, а цвет где? Я же колерованная хотел. Мы прямо очень быстро с деком вдогонку ему просто за свой счет отправили колер. Знаете почему? Потому что мы не уточнили у человека, надо ли ему было колеровать. Мы ему продали то, что он попросил. И мы не уточнили, надо ли ему колеровать. Мы всегда стараемся, чтобы клиент был максимально доволен. Но в данном случае диалога не состоялось. То есть он изначально был уже конфликт. Изначально конфликт предполагался. Теперь вопрос. Люди бывают разные. Мы о колеровке, да, но мы разобрали все, я все сказала, что я думаю, что еще тут. Неадекватно? Ну, неадекватно. Мы все люди, и да, бывает такое, но мы свою проблему. Знаете, то, что за год у нас только одна вот эта проблема, это говорит о том, что мы очень хорошо работаем. А отзывы в интернете, они должны быть разные. Если нет отзывов, это значит, человек не работает. Все, как бы другого нет. И отзыв, ну пусть он висит, этот отзыв, ради бога. У каждого свое мнение. Но если у вас есть проблемы с выбором цветов, вы прекрасно понимаете, что вы трудно выбираете цвета. То есть вы видите тона, полутона. Вас даже малейшее искажение приводит в бешенство. Если вы это понимаете, такие люди существуют. Это неплохо.
Ну, это как бы есть такое. Заказывайте цветопробу, мы пришлем вам с деком ее. То есть вот вы видите, и, например, ну хотя вот я насколько с цветами, я очень хорошо разбираюсь в цветах, и максимально под разным ракурсом мы вертим. Ну, должно было, да, все получиться, но бывает, бывает. Если вы понимаете, что вы такой человек, мы сделаем вам этот листок и отправим с деком. Вы его принесете домой, вот так положите, ваш этот цвет, не ваш. Достаточно ли он золотистый? Давайте переходить тогда на такой режим. Вы потеряете дополнительные какие-то 5 дней, но зато точное будет попадание 100% в цель. Вот таким образом. Давайте работать тогда. Ну, таких людей очень мало. Очень. На самом деле, ну если один единичный случай, так ну это же показатель. А покупателей у нас достаточно. То есть у нас многие люди берут, и только благодарность мы слышим в ответ. А вот такой отзыв, ну отзыв и отзыв. А что мы сделаем-то теперь? Знаете, тоже всем мил не будешь. Мы стараемся как можем. Еще. Сейчас у нас на связи, по ссылкам в описании, работают девушки-менеджеры. Анастасии обе. Мы вам их скоро покажем, но сделаем какую-то или съемку, или что, чтобы вы видели, с кем вы общаетесь. У нас 2 Насти. У них есть выходные дни. Они работают 2 через 2. И им легче с вами переписываться, чем это делала раньше я, без выходных дней, с утра до вечера, вот так вот сидишь, пишешь. Это очень трудно, и действительно это, ну, невозможно практически. А сейчас их 2, и они спокойненько у вас принимают заявки, ведут с вами диалог. Люди отдыхают. То есть качественнее стала работа, даже несмотря на то, что есть одна вот такая вот недовольная у нас покупательница. Решение было предложено, но она написала в ответ, ну, сами почитайте, вот, что она написала. То есть ей было предложено решение, но оно ей не нужно. Конфликт нужен был. Все. Итог какой? Если вы понимаете, что у вас есть проблемы с выбором цвета, заказывайте у нас цветопробу. Все. То есть приобрели, допустим, килограммчик какой-то, или приобрели сразу объем, который вам нужен, и мы вам сделали ее там несколько штук и прислали. И бесплатно, да? Ну, то есть вы приобрели объем, вам надо на квартиру штукатурку, вы ее оплатили, все мы с вами подобрали, вы ее оплатили, и мы бесплатно вам делаем эти цветопробы и отправляем вам с деком бесплатно. Или вы, например, купили штукатурку, там килограммчик, и мы вам прислали, вы заплатили за дорогу, да? Ну вот, это все решаемо и все обсуждаемо. У нас нет каких-то таких тарифов, мы очень гибкие. То есть мы под каждого клиента примерно подстраиваемся, смотрим на объем, на расстояние, на цвет, ну то есть на все. В общем так, я жду ваши комментарии, что вы думаете об этом, то есть как себя вести, где могли ошибиться люди, какие у вас были случаи, как я, может быть, себя не так повела, может быть. То есть мы, исходя из этого диалога, будем с вами вместе приходить к чему-то единому, да? Ну все, всем пока.